Это канал «Творчество для всей семьи». Сегодня будем экономить дорогую массу для лепки. Покажу, как сделать декоративное панно под керамику. Для основы вырезала из гофрокартона 6 квадратов 10 на 10 сантиметров. Фольга предохранит картон от размокания и деформации. Наношу клей ПВА. Наношу довольно тонкий слой массы папье-маше. Хорошенько разглаживаю увлажненными пальцами. Из массы папье-маше делаю основу для будущих керамических заготовок. Для такого панно можно выбрать любой мотив: фрукты, овощи, рыбки, ракушки, знаки зодиака, например, и так далее. Я живу в Израиле. В этом панно я объединила мотивы и изображения, популярные в нашей стране. Буду использовать самозатвердевающую массу терракотового цвета. Гранат в Израиле – это не только фрукт, но и популярный мотив в искусстве. Его изображают на картинах, изготовляют в виде сувениров и ювелирных украшений. Изображение граната есть на старых монетах. В Израиле гранат является символом
плодородия. Одним из самых популярных и узнаваемых ближневосточных амулетов является амулет в виде ладони. Он называется хамса, и это оберег от зла. В Израиле практически в каждом доме или офисе висит хамса. Хамса – это один из самых популярных здесь сувениров. Хамсу часто носят в виде кулона, сережек, браслета или брелка для ключей. Хамсу часто украшают различными символами, такими как изображение рыб, глаза или звезды Давида, что также считается защитой от сглаза. Олива – важнейшее дерево в культуре Средиземноморья. Из древних времен ее значение не изменилось. Повсеместно олива означает мир и благоденствие. Оливковое дерево, ветви оливы – популярный мотив в искусстве. И на гербе Израиля изображена минора, семисвечник, и окружена она оливковыми ветвями. Олива также выступает здесь символом мира. Рыбы считаются символом изобилия и плодородия. Также изображение рыб считается защитой от сглаза. Возможно, поэтому это очень популярный мотив. Изображение голубя с веткой оливы можно встретить на различных сувенирах. Голубя принято считать символом мира на земле, потому что именно он сообщил Ною о том, что земля начала освобождаться от вод после всемирного потопа. Кроме того, голубь символизирует веру во Всевышнего. Голубь, несущий в клюве оливковую ветвь, олицетворяет обновление и спасение.
Виноградная лоза – очень популярный мотив в искусстве и архитектуре, особенно в Иерусалиме. Ее можно встретить на каменных орнаментах, чеканке по меди, литых оградах, витражах. Виноградная лоза – символ процветания и плодородия. В Израиле брачный контракт обычно украшают изображением виноградной грозди. На довольно большое по площади керамическое панно 600 квадратных сантиметров. У меня ушло 150 грамм массы. Окрашиваю акриловыми красками.
Покрываю акриловым лаком. Доска от старой тумбочки. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!